Рано утром раздался звонок на телефон жены. Она тихонько встала, прошла на кухню и долго с кем-то говорила. Утренний звонок разогнал сон. Алексей ждал, что скажет жена, вернувшись в комнату. Но она не шла. Обеспокоенный ее отсутствием, он встал и направился на кухню. Жена сидела за столом, уставившись в одну точку. Глаза ее были мокрыми от слез. «Настя, что случилось?» – встревоженно спросил Алексей. «Мама заболела. Все время говорит обо мне. Хочет, чтобы я была рядом с ней. Тогда нужно ехать. Дорогая, не волнуйся». «Да, конечно, по-другому быть не может». Алексей обнял жену. «Все будет хорошо, малыш». Им обоим было под 50 лет. Алексей уже который год работал водителем на городском автобусе. У Насти постоянной работы не было. Дело в том, что ее мать часто болела, и она ездила ухаживать за ней. Приходилось увольняться с одной работы, а по приезду устраиваться на другую. Она уезжала на месяц или два, а работодателей ее длительное отсутствие не устраивало. Жили они на съемной квартире. В их небольшом городке найти хорошо оплачиваемую работу было проблематично, и они перебрались в столицу. Единственный сын окончил институт в Питере и остался жить там. У Насти были еще две сестры и брат. Мать жила в небольшом уютном доме в одном дворе с братом, который построил себе каменный одноэтажный дом с мансардой. Когда дочери приходили проведать ее, мать начинала жаловаться, что всегда одна, что никому не нужна, и они, то одна, то другая, забирали ее к себе. Настя была старшей, и когда матери становилось плохо, сразу звонили ей, так как мать начинала плакать и просила сообщить своей любимой дочери. После того, как матери становилось лучше, Настя уезжала, но уезжала всегда с тяжелым сердцем. Мать упрекала ее в том, что она неблагодарная дочь и бросает ее. Вот и на этот раз все было по одному и тому же сценарию, но так казалось только поначалу. Причина болезни матери была неясна. Она говорила, что ей плохо, громко причитала, что никто не заботится о ней. Вызвали скорую, и ее увезли с подозрением на сердечный приступ. Сестры Насти, Вера и Люда поехали навестить мать в больницу. Они поговорили с лечащим врачом, и он им сказал, что сердце у их матери здоровое, аппетит у нее хороший, но она умудряется всех доставать, пытается командовать персоналом всего отделения, указывая им, как надо работать. У нее старческий эгоизм, ей нужен другой специалист, а не кардиолог. Ее выписали и отправили домой. Мать стала говорить, что вылечить ее может только приезд старшей дочери. Через неделю после приезда Насти она уже вела себя так, словно у нее ничего и не болело. В один из дней она поднялась с утра пораньше, стала копошиться, собираясь куда-то, и после завтрака заявила, что едет с Настей к ней домой. И это было для всех неожиданностью. Настя жила почти на окраине города, в небольшом поселке. Дело в том, что там постоянно никто не жил, а только временами, когда Настя с мужем приезжали в отпуск. И в доме нужно было навести порядок. Но мать никого слушать не хотела. Пока дочери делали в доме уборку, она сидела во дворе на старом деревянном стуле, положив свои морщинистые руки на самодельную трость и улыбаясь теплым солнечным лучам. Прошел месяц, как Настя уехала домой. Алексей звонил и спрашивал, когда она вернется в Москву. Говорил, что ему плохо одному, но она не знала, что ему ответить, и просила подождать. С каждым днем мать выглядела все лучше, и это замечал каждый, кто приходил к Насте в гости из друзей и родственников. Чего не скажешь о ней самой. Она похудела, стала дерганой, потому что муж не понимал, почему она не едет. Они стали ссориться.
Приехав домой в отпуск и видя, что теща выглядит хорошо, Алексей стал настаивать, чтобы жена поехала вместе с ним. Уезжать, оставив мать одну у себя в доме, Настя не могла, а переехать к себе домой или к одной из дочерей мать не соглашалась. Муж уехал один. Так продолжалось около года. Больше Алексей не звонил жене и не докучал ей. Был он мужчина привлекательный и вниманием женщин не был обделен. Долгое отсутствие жены тоже сыграло значительную роль. Вскоре водители в автобусном парке стали поговаривать, что Алексей с кем-то встречается. Однажды брат Насти, Иван, встретил в городе своего давнего знакомого, работавшего в одном автобусном парке с Алексеем. Они разговорились, и Иван узнал, что Алексей сошелся с одинокой молодой женщиной, которая работает диспетчером в их автопарке и живет с ней. «А ты чего, брат, думал? Легко ему там одному куковать, себе еду готовить, одежду стирать. Ни ласки, ни женского тепла нет. Я бы на его месте давно так сделал», — сказал знакомый удивленному Ивану. В тот же вечер, приехав к сестре, Иван ничего ей не рассказал, чтобы не расстраивать, а матери сказал: «Мама, у Насти есть муж, надоест ему такая жизнь, найдет себе кого-нибудь. Так нельзя, собирайся, Насте нужно уезжать. Поехали домой, погостила и хватит». «Найдет, и с катертью ему дорога. Настя без мужика не останется, она у меня та еще красавица», — ответила ему мать. «Нет, сынок, я никуда отсюда не поеду. Я хочу жить только с Настюшей». «Так не пойдет, мамуль, давай, собирайся. Ты забыла, наверное, что у тебя есть свой дом. Пока ты была у Насти, Люда и Вера вместе с Ритой сделали ремонт в твоих комнатах, освежили побелку, покрасили, постирали занавески, паласы. Просто залюбуешься. Поехали домой, мам», — стал уговаривать сын. «Никуда я не поеду. Если Настя хочет уехать, пусть едет. Я останусь здесь», — упрямилась мать. «Но я знаю, она не хочет уезжать, оставив меня». Жалобным голосом стала говорить мать, поглядывая на старшую дочь. У той дрогнуло сердце. Еще минута, и она бы согласилась сбросить все и остаться рядом с любимой мамулей. «Нет, мам, ей нужно ехать к мужу», — уже настойчиво сказал Иван. Мать поняла, что с ним спорить бесполезно, и стала собираться. Младшая сестра и Настя стали складывать в сумку одежду матери. Поджав губы, она оделась. На Настю она не смотрела. «Мам, я заеду еще попрощаться», — проговорила Настя. Мать не ответила. Выйдя из дома, она остановилась, окинула взглядом двор и вдруг заявила: «Сынок, я к Людочке поеду. Она тоже одна. Будем с ней вместе скрашивать друг другу одиночество». Иван развел руками, уже и не зная, что сказать. Люда жила в двухкомнатной квартире. Мать, всю жизнь прожившая в своем доме с просторным двором и садом, долго не выдерживала у нее. Но заставить мать поехать домой он тоже не мог, поэтому пришлось смириться. Уезжая, мать с обидой сказала дочери: «От родной матери решила отделаться ради этого мужика, а ведь мне недолго осталось жить». Уезжала в Москву Настя с тяжелым сердцем. Долго не могла забыть она слова матери. В столице ее ждала неприятная новость. За то время, пока она была рядом с матерью, ее муж сошелся с другой женщиной, и она родила ему дочь. Настя закатила мужу скандал, стала обвинять его в черствости, но Алексей не дал ей договорить. «Ты сама вынудила меня сделать этот шаг. Разве я тебе хоть раз изменял за все эти годы, как мы живем с тобой? Нет, и сейчас бы этого не случилось. Сколько раз я звонил тебе и просил приехать. Говорил, что мне без тебя плохо. Но ты хотела остаться рядом с мамой. Что мне оставалось делать? Я нормальный мужик,
которому нужна рядом женщина, нужны забота и ласка. Поэтому я и стал жить с Ингой. Это мой ребенок, и я его не брошу. И ты должна это принять. Жить будем, как жили и раньше, но свою дочь я буду навещать». Настя понимала, что сама подтолкнула мужа в объятия другой женщины. Ей не оставалось ничего, как смириться. Но не заставила Настю всерьез задуматься. После этого случая она не раз ездила домой к матери, уезжала и оставалась там месяцами. Алексей устал от всего этого. В один прекрасный день, когда Настя собралась уезжать в очередной раз, Алексей сказал ей, что уходит от нее. Он отказался оплачивать квартиру, которая почти полгода стоит пустой, так как на время отъезда жены он жил у другой. Они расстались. Настя нашла работу вахтовым методом. Разрыв с мужем она переживала очень тяжело. Отработав очередную вахту, Настя собиралась уезжать домой и позвонила Алексею, чтобы забрать свои оставшиеся вещи. Договорились встретиться в ближайшем к его дому парке. Настя приехала пораньше. Сидя на скамейке, она казнила себя, что это ее вина в том, что семья распалась. Она была мягкой по характеру, и строгая мать подавляла ее. Сестры могли перечить матери, иногда возражали ей. Поэтому она с ними и не связывалась. А Настя ее беспрекословно слушалась, и поэтому мать так влияла на нее. Ее младшая сестра Люда давно развелась с мужем и жила одна. Детей у нее не было. Работала она преподавателем в колледже. Бывало, что уходила на работу утром и возвращалась вечером. Мать и раньше у нее долго не выдерживала и начинала всем жаловаться, что целыми днями одна и дочери не до нее. Особенно после того, как Настя привезла ей из Москвы телефон для пожилых с большими кнопками. Никому покоя не стало. По утрам мать звонила ко всем и начинала жаловаться, что у нее все болит, что она устала от этой жизни. Больше всех доставалось Насте. Зная, какая она впечатлительная, мать жалостливым голосом начинала говорить, что никому не нужна, что не доживет, пока Настя приедет. Давала наставления, что нужно сделать, когда она умрет, чтобы достойно проводить ее в последний путь. Услышав это, Настя расстраивалась и была готова бросить все и помчаться к матери. Обо всем этом думала Настя, сидя в парке в ожидании мужа, теперь уже бывшего. Сначала она не обратила внимания на мужчину, который шел с большой клетчатой сумкой в одной руке и другой держал за руку девочку лет 5. Когда они подошли ближе, она узнала Алексея, и сердце ее заныло. Он очень изменился, выглядел намного моложе своих лет. Он посмотрел на осунувшуюся, похудевшую Настю, и в глазах его мелькнула жалость. «Здравствуй, Настя, как поживаешь?» – спросил он участливо. «Здравствуй, у меня все хорошо», – ответила Настя, стараясь придать своему голосу безразличие. «И у тебя, как я вижу, тоже. Это твоя дочь?» «Да, это моя Мариша», – с гордостью произнес Алексей. Настю больно кольнуло в груди. Алексей столько мечтал о дочери, хотел назвать ее именем своей матери, но Настя не хотела больше детей. В ее постоянной езде к матери ребенок стал бы помехой. Позже она жалела об этом, но ничего поделать уже не могла. Взяв сумку с вещами, Настя попрощалась и с гордо поднятой головой направилась к метро. Но, пройдя несколько шагов, не выдержала и обернулась. Алексей шел по парку и что-то говорил дочери, показывая на сидевших на спинке скамьи голубей. Настя почувствовала себя одинокой и никому не нужной. Сразу как-то сгорбилась, плечи ее опустились. Переложив сумку в другую руку, она зашла в метро.
Как бы не было ей больно, к прошлому возврата уже нет. Она разрушила семейное счастье своими собственными руками. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.